Да-да-да-да, мы игровики. Сегодня играем в новом мире, в новом пустынном, жарком мире под названием Арид. Вот такая вот история будет у нас сегодня. Самый основной ресурс, я так полагаю, в этой игре будет, конечно же, вода. Ну и спасение от солнца. Так, забрасывает нас, как мы видим. Мы приземлились. Посадка была не из самых мягких. Наш вот этот вот самолетец растрепало знатно. Вот. И, собственно, как и в любой другой выживалочке, начинаем пылесосить все, что возможно вокруг, ближайшее и не ближайшее. В общем, забираем тут бинты, у нас есть фляжечка с водой и какое-то масло. Значит, на данный момент игра получается у нас даже не в раннем доступе, она демка. Вот. Но в любом случае определенный интерес вызывает. Поэтому забираем все, что возможно из вот этого сундучка. И видим, что у нас тут есть определенные уровни по еде, по воде. И наша усталость, сон, как его ни назови. Так, ну что ж, первым делом. Аресы. Какие-то фруктиночки мы собираем с кактуса. Вот такие вот штукенции. Айрампа фрут. Я уверен, они питательны, съедобны. Вот здесь показано, сколько они нам по чуть-чуть добавляют воды, еды. И у нас тут не все хорошо по шкале здоровья. Поэтому, Егорушка, здорово, Егорыч. Приятного тебе просмотра. Вот, сегодня запустил новую какую-то игрушку, которая еще до сих пор такие демка. Вот. Но определенный интерес она меня почему-то вызвала. Это выживалка в пустыне. Угу. Мы играем за наш персонаж девчонка. Вот. И хилимся первым делом. Попить, похилиться, поесть. И вот фляжечка у нас с водой имеется. Вроде как нам пишут, что мы чувствуем себя комфортабельно. Как сам-то? Вернулся, не вернулся, либо до сих пор там отдыхаешь в Карелиях своих. И какая там у тебя погода? Судя по всему, у нас здесь будет жарковато. Так, и плюс собираем еще какие-то рейсы под названием Плантфибер. Чего-то там, какая-то травка, короче. Так, здесь все. Опа, чего-то нашли. Нашли какие-то следы. Следы, которые ведут в какую-то пещеру. Не, еще отмочусь в реке. Ну здорово тебе, у нас тут по воде, походу, будет проблема. Отмачивайся. Ты прям в реке стрим смотришь. Градусов 20, но река теплая. Река, видать, теплая и чистейшая, скорее всего. Там такая местность. Не успели еще там все попозагадить в таких местах. Так, ну как я и говорил, мы, значит, собираем все подряд. Баночка кофе нам тут достается. И также видим, рюкзак-то наш ограничен по килограммчикам. И перебор неименуемо повлечет за собой какие-то неприятные последствия. Не в реке, но она прям рядом. Ну здорово. У нас все так же жарко, но сегодня чуть было попрохладнее. А вот к вечеру вот пекло-припекло будет в этой игрушке. Ты, кстати, сам запускал эту игру? Если запускал, то как она тебе? Поделись своим мнением. Так, и что мы видим? Она добавляет нам немножечко еды. Вот эти вот кофейные зерна. Плюс какая-то разбитая лампа. Ойл. Ойл — это масло. Так, что здесь еще? Камни, кактусы. Не в первый раз вижу. Ну, значит, первый раз будешь со мной ее смотреть. Вдруг захочется поиграть. Меня она привлекла вот
в первую очередь вот этой своей пустынными такими местностями. Я не знаю, мне как-то понравилось. Плюс выживалка, плюс вот эта вот история, очень красивый инвентарь. Да, достойно очень выглядит. Мне очень красиво, мне понравилось, как оформлен инвентарь. Причем вот здесь по статистике мы прям в режиме реального времени можем наблюдать, как у нас тут прибавляется почему-то здоровье. Почему-то прибавляется. Но игре простительные будут какие-то недочеты. Я их все постараюсь найти, озвучить, потому что игра демо. Демо-версия. Для демо-версии превосходительно. Так, и вот здесь мы видим, еда отбавляется, соответственно, вода и все в таком духе. Вот, ну что, продолжим наше путешествие. Здесь, по-моему, все, и я предлагаю отправиться в пещеру. Нам пишут, что у нас есть факел, который открывается на буковку Т. Давайте же это сделаем. Опаньки. Погнали. Так, метки в игре есть. Игра нас ведет по меткам. Кто-нибудь есть? Я пришла с миром. Однако, говорит наш персонаж. Ну, действительно, тут-то и оружия у нее, в принципе, вообще никакого пока что нет. Обновляются какие-то объекты. А вот здесь, кстати, журчит водичка. И я буду надеяться, что это водичка, которую можно испить замечательным образом. А ну, проверь. Да, наша фляжка пополнилась. Незамедлительно делаем нашу шкалу по воде на максимум. Стой, стрелять буду. Ага, стрелять вот с этой палки факела только и остается. Стрелять, блин, пока нечего. Ну, я не знаю, мне кажется, это пока. Вот, стоит какой-то бидон. Что в бидоне? Ага, тут у нас еще даже варианты. Ну, из всех вариантов, я так понимаю, активный только вот этот. Причем, мы видим, когда мы выбираем вариант, вот внизу вот это с глазиком, показывает, насколько снизится наша, ну, давайте я ее обзову, энергия. Пойдет энергия. Ну, может, у Егора есть какой-то вариант другой обозвать, но пусть пока будет энергия. И как только мы совершили это действие, взяли какой-то клей. Непонятно, зачем он нам нужен. Good for making pots. Чего-то там про кожу. От солнца. От солнца защищает кожу. Ну, в принципе, логично. Обмазался клеем, и жизнь у тебя наладится на палящем солнце. Опа, трупики. 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 Да это имхотепы какие-то тут. И вон я узрел, еще и второй валяется. Житышненные силы. Егор, ты точно там у реки, а не в реке. Чего-то хотел написать, но как-то получилось не очень. И мы видим какая-то записка. Ага, интрига. Все, но не русском. Пишет некая Мария. Тут присутствовали Роберто, Мартин и Хулио. Какие-то мексиканцы, видимо. Не знает она их фамилии и чего-то там запомнить. И вот в таком духе. Я думаю, в дальнейшем прохождении вот эти записки, вот эти тексты, мы вдаваться в подробности их не будем. А просто будем проходить. Ну, естественно, чего мы еще можем собрать с этой мумии, кроме как кости. Поэтому забираем с нее все кости. И я вижу, у нее тут еще есть мешочки. Какой-то крем. Так. Разбираться будем потом. Некогда объяснять пока. Вот. Орешки. Да, орешки и какая-то чуна. Чуна. Здесь мы собрали все полностью. Ладно, удачного стрима. Удачного отдыха, Егор. Вот. И не только отдыха, удачи во всем, везде и всегда. Вот как-то так. Так, и здесь тоже такие же кости. Пошел отмокать. Давай, давай. А мы тут будем на солнышке в это время подсушиваться да поджариваться, с вашего позволения. Так, ну тут тоже какая-то записочка и, наверное, кости. Вот как я угадала.
Я знал. По настройкам. По настройкам, значит, по графике very high. Ну и дисплей 2К, собственно, в этом разрешении идет и стрим. Вот такие вот дела, чтобы сразу было понятно. Кадров выдает больше от 70 до 90 при таких настроечках. Так, что мы видим? Нас опять куда-то ведут. Оп. Вышли. Вышли. Так, стопэндра. Это мы, получается, факел. Факел потушим. Нам, в принципе, пока не нужен. Это мы вышли с обратной стороны самолета. Как-то так. Чего-то тут какая-то тоже травка под названием талила. Медицинская какая-то вещь. Возможно, для изготовления в дальнейшем хилок. Скорее всего. Здесь у нас камушек, попробуем его. Ага, чтобы камушек уработать, нам нужна кирка. Где же искать кирку? Так, сверху у нас есть датчик какой-то солнца. И справа в правом нижнем углу есть температурный датчик. Ну и, соответственно, день-ночь, как я понимаю. Что поесть? Вот это вот у нас съедобная же история. Да, но только она почему-то добавляет маловато. Ну да ладно, движем дальше. А как вот тут травочку собрать? Никак, что ли? А зачем она тогда там растет? Да, это тот же наш самолет, около которого, то есть мы в пещере по кругу вот так вот обошли и здесь, соответственно, вышли. Вид, так сказать, с другого ракурса. Какой-то носок нам достался. Бандаж комбо называется. Ну, заберем. Глядишь, он нам и еще и понадобится. Так, а что дальше? Под крылом самолета. Бумс. Вижу бочку. Вижу бочку. Я человек простой. Вижу бочку. Беру бочку. Тем более, что в этой бочке у нас целых 6 единиц масла. А где оно, кстати? Тут еще и по категориям это все еда, медикаменты. Вот масло. Да, и у нас уже 12 единичек масла. Это какие-то тряпки, кости. Ну понятно, ладно. Пока с этим дойдем мы до всего. Нужно стараться быть последовательным. Блин, я, наверное, вот эту всю историю затянул. И у нас стемнело. Плюс у нас факел почему-то отъехал. И я так понимаю, факел можно поправить как раз таки вот этим маслом. Ага. Вот так получше будет. Но все равно как-то не очень-то и видно. Туда прыгать, я думаю, смысла нет. А то придется по кругу потом обратно ходить. Так, что здесь? Что здесь? Забираем все. Плюс доски. И внимательно осматриваем. Около самолета должно быть много ресов. Оп, ищу ящик. И он пустой. Ну как так-то, Аж обидно. Зато, наконец-то, у нас появляется кирка. Вот она. И у нее почему-то двоечка здесь. 2 кирки, что ли. Это что? Clean water. Ага. Здесь мы можем набрать водички. Если я правильно понял. Да. Контин это вся дело называется. И еще есть один ящик, в котором также доски. Ох, ну небо, конечно, нарисовали. Хоть бы какие-то созвездия, а то просто какой-то фон. И я думаю, вот это дело им точно нужно будет поправлять. Ну, им в смысле разработчикам. Потому что такое себе вот это звездное небо, его можно сделать красивым, атмосферным, чтобы добавляло игре определенную изюминку. Лопатка пригодится в хозяйстве-то. А вот еще какие-то ящики вижу. Упс. Пузыречек. Алкоголь.
Good for cleaning wounds and getting me buzzed. Чего-то там придает какого-то ускорения. Ну так натурный алкоголь. Здесь пусто. Не поджечь бы. Это все. Оно, видать, не поджигается. Так, ладно. А вот здесь. Сюда нам нельзя. Ну да, похоже, что туда нам нельзя. Так, я так понимаю, вот в таких играх желательно с самого начала ничего не пропустить. Ничегошеньки. Кустик. Блин, еще и стемнело как-то быстро так. О! Хилочка. Тоже заберем. Камушек. Даже камушки собираются. Ну ё-моё. Для чего-то потом, походу, нужны будут. Умс. Везде позаглядывать. А это что? А это ничего. А туда? А туда нет. Значит, есть какой-то другой путь. Определенно. И еще и факел потух. Да чтоб тебе, но это дело-то поправимое. Камни, камни, сплошные камни везде и всюду. Опа. Какая-то грязь. Как кучка говна, похоже. Мамонтячьего. Так, а у нас же была лопата, да? То есть, если мы берем лопату, а если рукой... А, ну, затрачивается энергии поменьше, если лопата тает. Выбираем, естественно, лопату. Она выпадала тоже там какие-то камни. И вот что-то новое. Осы. Дохлые. Дохлые осы. Не знаю пока зачем это все нам тут будет нужно. Ага. Когда же уже рассвет-то? Здесь нет ничего. Опаньки. Еще одна кирка. Зачем нам столько кирки? Или у нее тоже двоечка? Они, походу, не стакаются. Или... А, еще и весят не слабо. У нас скоро уже начнется перегруз. Так, а куда дальше-то? Вот сюда, что ли? Нет. Сюда нам пока еще нельзя. А, во. И ящичек тут же прямо-таки. И опять кофе. Разберемся. Ага. Масло нам тоже не помешает, потому что факел перестанет работать. Пикакс. Ага. Понял. Сейчас сделаем пикакс. А поесть-то, между прочим, никто не отменял. У нас там с едой. Ай-яй-яй. Девчонка бодренько держится. Кстати, персонаж-то наш. Персонажка. Персонажка, если можно так говорить. Персонажка придумал. Бодренькая, навеселе после такого крушения, конечно. Удивительно, что бодрость ее не покинула. А, но мы-то подхилились там чем-то, плюс там еще и алкоголь у нас есть. Каким-то коридорчиком. Забрали. А опять орешки. Орешки можно съесть? Они тоже как-то... А, так можно вот так вот сделать. Они тоже немного прибавляют. А вот эта вот штуковина... Что-то там нарисовано. Короче, некогда объяснять. Мы ее берем и съедаем. И вот нам написали, мы опять себя чувствуем, в принципе, комфортненько. Ух ты, блин. Еще трупак. Мумифицированное тело. У этого 3 косточки, да? Забрали. И еще и какая-то книга.
Но только не это. Сколько ж на вас масла-то надо будет, а? В общей сложности. Так, что по книжке? Читаем 4 дробь из 5 получается. Какие-то челюсти смерти. Никогда не найдет имя. И все в таком духе. Что-то тут попахивает элементами хоррора. Не иначе. Так, камушек. С собой. Что это было? Инкубит Тайр 1. Слов с чего-то там. А, у нас тут вот внизу значки попоявлялись. Но один это то, что мы себя хорошечно чувствуем. Да. А что значит второй? Статус эффект. Debug, reduce, speed. Чего-то там нам пообрезали. А, так и это. Перебрали мы по весу. И тут, внимание, вопрос. Поначалу я выкидывать ничегошеньки не хочу и не собираюсь. Может быть, чего-нибудь захавать. Допустим, вот это вот что. А вот это что? Ее тоже можно съесть. Но вот это больше весит. А ну попробуем, надеюсь, не помру от этой гадости. Ну и орешками закусим. Давай еще и кактус, чтоб уж наверняка. Так, по весу стало у нас все довольно-таки неплохо. Пишут нам про солнце и температуру. Солнце, температура, градусник мы видим здесь, да, все окей. Можно пережариться от высокой температуры, если вовремя, наверное, где-нибудь не найти тенючек. Или не намазаться вот тем клеем. Чего-то нужно найти. Find. Оп. Ага, меточку нам дали. Но я бы все-таки не хотел бы пропускать. Тут что-то наверняка есть еще и интересно. Опаньки. Ты кто? Мертвая Вискача. Его зовут Вискач. Звали когда-то. Интересно, съедобный. Куда его нам закинули? В еду не закинули, между прочим. А, его почему-то в инструменты закинули. Дед Вискача. Ага. То есть смерть здесь где-то рядом. Нам уже как бы разработчики намекают, что не стоит расслабляться. А вот еще кучка этого мамонтячего, отборнейшего. И еще какой-то новый ресурс. А музыка-то какая пустынная. Бернсвелл, куда его закидывать? Мне теперь будет все время интересно. Но, скорее всего, вот этот раздел — это инструменты и крафт. Потому что здесь такие кости, там, ну, вот эти вот растения, доски. Но с медициной понятно. Не совсем про носок понятно. И что он и как лечит. Бандаж, может, тут подразумевается, что мы где-нибудь ногу сломаем. Ну и с едой, в принципе, тоже. А что, если мы кофе выпьем? Energized написано. Безлимитная стамина. Опа, как интересно. А насколько? Безлимитная. Ну, в смысле, по времени. Наверняка заканчивается это все. Так, здесь мы все обобрали. Растения. Почему не собираемся? Ага. Ага. То есть вот эти кустики побольше, они дважды нужно поднадавить на них. Кучка. Что по лопате? Инструменты ломаются. Лопата, по-моему, отъехала. Она хрупнула прям таки знатно. Да, лопаты у нас больше нет. И что делать без лоп? А, ну там, в принципе-то руками можно. Repair. Кого-то мы отремонтировать можем. Чпак. А, это похоже штукенция на ловушечку. Для вот этих, наверное, мертвых тушканчиков.
А, вон у нас... а вот это что? У нас есть, оказывается, точка, куда идти. Так. Ну, тут только руками. Причем, да, в общей сложности 4 этих клея. Этот столбик-то наверху, вот этот, который сан, он заполняется. Нужно проверить, как насчет того, если мы спрячемся в тенючек. Поможет ли это нам? Ну, как бы по идее, если жизненно, то должно бы помочь. Вот с этими растениями точно какой-то баг. На них прям вот нужно в миллиметр точку навести, чтобы подсобрать. Какая-то двойная она. Мы там уже... А, нет, не под завязку. Все в порядке пока. Так, ну идем по меткам. Игра нам подсказывает, куда ходить. Есть. Немного ли этих кустиков? Попутно все обсматриваем, все высматриваем, где чего. О, паники. А вот и живой. Живая вискача. Надолго ли, интересно? А что, если я проголодаюсь? Как будет себя эта вискача, интересно, чувствовать? Ля, у него прям домик тут свой. И, кстати... Но она же выделялась. Ага. Какой-то сироп. Что за сироп? О, так он нехило так добавляет. Нормально. Нашел. Стикс. Это палочка просто, по всей вероятности. Так, по воде. Мы здесь конкретно можем пополнить запас, поэтому напьемся. И вот с этой бочки... Опа, это не вода. Вот это номер. А я думал, вода. Вроде ж как в бочках-то вода была. А вот еще палочка. Бамс. Насколько мелкие ресы. Так, и нам сюда, по всей вероятности. Тоже здесь, и Refugees. Нарисовано стол, кровать и вот эта вот ловушка, которую мы и так уже сделали. Campfire — это костерчик, костерочек. Наверное, что-то жарить можно будет на нем. Крафтинг бенч, понятно. Стол, трап, ловушка. Food and leather. Кожа. Кожу сможем мы потом добывать. Ага. И чего-то там еще. Ладно, разбираемся совсем по порядку. Fireplace. Clean water. Водичка все-таки нашлась. Не пимши мы не останемся, получается. Костерочек. И что мы тут можем? Мы можем чего-то поджарить. Ага. На чем будем жарить? У нас очень много вот таких вот растений. Готовься. Горшочек вари. И они уже готовы. Toasted seeds. Я так понимаю, что они питательней становятся. И что это за время, и куда оно, и как оно, и зачем. Что-то тут я поломал уже, походу, в этом костре. А, не, жареные есть. А они все пожарились, да? Или куда-то ресы деваются все-таки? Нифига не понимаю. Их 5. Тут не отбавляется, а время идет. Опа, из них пузырь получается, что ли? Нормально. Алкоголь из них можно, оказывается, замутить. Вот это номер.
кактусовый. Текилу, наверное. И еще. Отлично. Так, это мы возвращаем все на место, а то мы потратим все на свете. Здесь табуреточки. На табуреточке топорик бы нам не помешал. А где ж его взять-то? Не подскажете. И кровать, я вижу. Ага, и мы спим. Два варианта. Просто проснуться и сохраниться. Плюс у нас наполняется этот глазик, значит все идет по плану. Сейчас как только наполнится, мы можем и проснуться. А мы сохранились? Я на что нажал-то? Да. Save saving. Так, разбираемся далее. Открываем бочку. Здесь соль, между прочим, и доски. Слушайте, ну здесь валом лута, его уже не унести. Чё ж солить мы будем? Тушканчик, что ли? Это что? Ну-ка. Клей. Клей будет спасать нас от солнца. Это мы уже поняли. А вполне вероятно, клей еще будет использоваться для чего-нибудь в качестве ингредиента. Какой-нибудь мази или еще чего-нибудь поинтереснее. Так, крафтейбл. Ага. Ух ты ж. Мы можем нож. Обязательно его создадим. Так. А вот это? Но эту тоже как бы нам тоже нужна. Пока не знаю для чего, но пригодится. Тушканчик. Это вот этот, которого мы мертвого нашли. И как эта вся история работает. Значит, у нас есть ресурс. Вот Dead Вискача. И чтобы, значит... Ага, и тут разными инструментами по ходу добываются разные ресурсы. Допустим, мы имеем шарп-рок, нож, и им добывается кожа, мясо, двоечка и жир. Нифига б себе. А если мы типа выберем другое, то что-нибудь другое. Это вот похожая история была в Осирис, где различными тулами из одного и того же растения или животного добывались разные, соответственно, ресурсы. Так, ступку мы сделали, а вот это нам надо. А вдруг? Опаньки. Так теперь мы можем и бинты делать, и какую-то продвинутую кожу. Типа на полоски можем порезать, имея просто кожу и нож. Ну, естественно, мы так и сделаем. 5 полосок с одного куска выходит. Вот это номер. Какой-то клей. Из жира и полоски кожи. Вот такой вот крафт в этой игре получается. И теперь мы можем еще и плюс веревку. Веревка при выживаниях — это нужная такая история. А что еще мы можем здесь? Какая-то башка лисы. Но это нужно найти дохлую. Ну типа того. Что интересно. Вот такой нож хочу. Нам нужно всего лишь 2. Так, подожди. Вот давайте сделаем. Или что? Что нужно для... так правильно, смотри-ка. Их 2 нужно вот этих. Блин, нужен жир. Жир животного нужен будет нам. Вот такие вот дела. Крафтинг. Ага, а здесь получается, когда в рабочем столе мы переключаемся между ним и инвентарем. Нужен жир. Я понял. Ну и продолжаем исследовать это все. Так, обязательно мы попьем. Чего-то не помешало бы нам подзакинуть, похавать. Может, вот эту баночку. Но эти вот прям совсем они мало добавляют, я смотрю. Так и это.
Мясо можем пожарить. У нас теперь-то есть мясо с тушкана с этого. Так, так, так. Сейчас мы так и поступим. Сколько ж из этого всего выйдет? 25 секунд пишут. На прожарку. И в качестве топлива у нас используется и масло, и вот это вот штуковина, какие-то брикеты, что ли. Время, вот время нормально, кстати, прошло. Стопендра. То есть он тратится, вот этот ресурс фуил тратится независимо от того, жарим мы, не жарим. Короче, пофигу, он тратится. Значит, нужно выключать костер. Выключать костер, если так вообще можно сказать. И выключили, да? И выключили, да. Нечего тратиться нашему костру. Так, так, а почему можно вот эту чашечку сюда закинуть? Причем по времени она довольно-таки порядочная. О, как лампочку, смотри-ка. Ну тут не совсем продумано, не должно мне, как по мне, мне кажется, так, что вот такого не должно быть. И плюс вот у нас уже, вот он и потух. А я думал, что у нас получится его обмануть. Но нет, не вышло. Так, 2:22 там было. И опять у нас стемнело. Сейчас мы вот это вот все доделаем. И с этой мыслью ляжем и поспим. Поесть я все-таки не решился по еде, чтобы съесть. Давай вот это. Так что я не решился? Я-то пожарил мясо. Что-то да, как-то. Стамина. Стамина у нас, ага. No affliction, no affliction. Пока непонятно, что это. Тем временем у нас здесь эта чашка, я так понимаю, закаляется галина в огне. Блин, столько на нее масла потрачу. Может, не надо было? Минута 20, допустим, доска горит. Может, брикет лучше закинуть, а? Вот так. Или они нужнее? Да, и вот здесь показывает значок около градусника ночь, и вот здесь ночь. Прикольно, интерфейс мне нравится, он прикольный, он такой не перегруженный, красиво все здесь поднарисовано. Художник постарался. Но когда ты уже доделаешься, а? Ступочка с пестиком. Это чего-то в ней можно будет перетирать. Как вот перец, допустим, горошком засыпаешь туда, а оттуда уже молотый. Да и много чего. И что, у нас брикеты кончились, вы хотите сказать? Давайте листья. Листьев много повсюду. Не зря их, оказывается, собирал. Но только они всего лишь минуту 20 будут нам. Минуту 20 будет гореть это вот эта доска. Или это две доски. Много вопросов. И много непоняток. Так. И их 10 почему-то. Нифига б себе, мортар. Готово. Ну хорошо. Что же будет дальше? Разобрались с кострами. Разобрались с столом для крафта. Проснулись ночью. Может еще поспать, попить, чего-нибудь сожрать и лечь еще поспать. Там, кстати, я не обратил внимания, время... Да, время у нас в принципе есть. Я так думаю, часиков 6 проснемся. Начало 7-го.
Оп, ля, я проспал. А, или не, еще чуть. Надо понять, когда здесь наступает рассвет. О, посветлее, да? Так, погнали в очередное путешествие. И есть ли смысл, может быть, скинуть в эти ящики что-нибудь, пока нам не нужное? Потому что у нас перегруз. А как понять, что ненужное? О, сложно понять пока что. Я думаю, вот эти предметы для крафта нам пока не нужны. Вот эти тряпочки. Крем оставим. Вот это что? Камень, камень. Камни. А куда мы дели камни? Их было много. Соль, допустим. Чтоб еще. Вот этого у нас много. Полоски кожи. И почему здесь находится вот эта банка, если она должна находиться в еде? А, так она и там, и там. То есть из нее что-то еще и крафтится. Нужно повнимательнее посмотреть, что мы в итоге вообще можем соорудить. Опа, medical, medical. Medical herbs. А ну попробуем. Medical herbs. Так, и что она делает у нас, medical? И куда она вообще у нас делась? Вот она. Тренинг и чего-то там. А чего она тренинг? А ну, если мы выйдем. Мы не можем ее употребить. А как тогда быть? Непонятно. А может здесь потом из нее чего-то еще можно? О, мы можем ее закинуть в бутылочку. И что это нам даст? Что это было? Что это было? Почему у меня исчезла вообще вся вода? Куда-то. А куда она делась? И я так и не понял. Попили мы или нет. Блин, а и вода-то еще и заканчивается, оказывается. Вот это новость. Вот это я понимаю. И что мы... А мы можем еще и алоэ сделать. Вот такую вот штучку. Только найти нужно. Плюс нам нужен топор. Ух ты, как оно. Ладно, продолжим исследовать местность. Много всего. Забираем. Стул. Но не можем мы пока стул. Нет у нас книжечек. Журнал шамана. Один из 3. И вот здесь вот лапки, следы. Ну и, соответственно, трупак тут же. 5 с костями попался. Что-то какие-то другие не попадаются. И следы эти, куда они ведут? А никуда они не ведут. И у нас опять перегруз. Слушайте, я не хотел бы ходить с перегрузом. Поэтому нужно что-то тут нам опять скидывать. А что? Допустим, кости мы же... Все уже. Палочки, насколько они нам нужны. Палочки, может, сразу в костер. Болты. Уголь. Ага. Так может сундук вообще один из сундуков сделать, типа будет топливо для костра. Я так понимаю, вот этот уголь туда годится. Палочки, досточки. Так. Что еще? И как вот это? A mix of herbs, perfect. И что она сделала? Я так и не понял. Для чего-то это нужно. Вот эту тоже ж, наверное, мы зачем с собой таскаем. Так же, как и вот это. Ой-ой-ой-ой-ой, осы. Вот это какая-то татила. Вот это мы всегда сможем найти на карте.
Уменьшается хоть вес. Нужно что-нибудь, что весит побольше выкинуть. Вот, допустим, камни 0,6. Т-трансфер. Алкоголь весит очень много. Скинем же его. Еще камни. Один, может, оставим. Пусть один будет. А по ячейкам, я так понял, ограничения как такового нет. Есть только по весу. Так. Кофе много весит однозначно. Нож, который весит килограмм, вы видели? А у нас, между прочим, какой-то молоток появился. Интересно, разделять можно или целиком? Только целиком, походу, выкидывается. Так, и веревку, наверное, полкило. По весу мы справились. Погнали дальше. Где, интересно, указатель? Так, это пустая, это я уже понял. А где ж мы будем добывать воду? При таком раскладе здесь все. Здесь это просто бочка. А вот та штука, она далековато. Ловушка, доска и вот эта травка нужна. Их, походу, нужно все повосстанавливать. Может, в этом и есть смысл? Доска и травка. Я взял, все поскидывал, да? Ну, молодец, чё, справился. Как раз у нас все здесь есть для этого. О, water-фильтр. Вот откуда мы будем брать воду. Фильтр есть, оказывается. Так, а теперь что она хочет? Вот этих вот 2 штуки каких-то. А, у меня таких нет. Или есть? Подожди, так вот же они. Ну, как раз 2. Я понял. Они, короче, жареные. А нужны не жареные. Хомяки эти, они, получается, что? Привередливые, получается, да? Dirty water. А если я налью сейчас... Так, у нас, по идее, очень большая проблема. Ага. Жареные, получается, давай тогда есть. И вот эту съедим. Так, все съедим, что можно съесть. А где бы еще тогда нам надыбать бы и еды? Вопрос. Из еды не осталось вообще ничего. Надо двигаться в поисках еды. Надо, наверное, еще как-то пошустрее это все делать. Но я тут как бы тоже разбираюсь, только поэтому шустрее пока не выходит. Камни. О, кирка. Правда, их у меня и так много. И камни. Кирка и камни. И вот это вот все. Так, растеница. Ага. Колесо. Ну. Чем? Нечем. Нет у нас пока никаких инструментов. Как же быть с водой? Откуда они появились у меня? Где я их нашел? Получается, заряженная эта мышеловочка. Пока скидывать мы ничего не будем. Здесь в окрестностях поподбираем. Все, что можно подобрать. Все то, что подбирается, не привинчено, не приколочено. И здесь мы видим обрыв. Конец истории. Дальше. Так подожди, я еще здесь вот не все. И между прочим, мы-то заряжали вот эту вот штуку. По солнцу проблема у нас. Мы же ее заряжали. В нее попался вискача. Нам есть что теперь поесть. Я всех поздравляю с этим. То есть вот эти мышеловочки, они нас будут спасать от голода. Все верно. Где он есть? На разбор.
Тут нам мяско нужно. И плюс я хотел сделать вот этот нож, а для него нужен был вот этот. И... А чего еще не хватает? Кожи не хватает. Как скажете? А что теперь? Кости. А я знаю, где у нас кости. Крафт, да, такой своеобразный, необычный, но прикольный. Просто нужно к нему привыкнуть. Так, и создаем ножичек. Опаньки, это что-то новенькое. Теперь, имея ножичек, мы, я уверен, что-то сможем создавать поинтересней. Плюс нам нужно поджарить свежепойманного тушкана. На чем мы это будем? Вот на этом, да? И у нас очень много этих орешков. Так, пока это вся байда жарится. Лишнее однозначно. Тыц-тыц. Что тут еще? С чем может стакнуться? Мясо не отдам. А мясо не отдам ни при каких раскладах. Чего скинуть еще, а? Может, камни? Нафиг нам столько камней, да? Они еще и тяжелые. 1,8. И получается что? Получается... А в этом? Ячеечка еще есть и в этом. Так, кило вот этих растений. Пусть они будут около костра лучше. Но я так думаю. И все равно у нас это, с перевесом проблемы. А вот еще куда можно, да? Что-то подзакинуть. 8. 8 это чем многовато. 0,1, 5. Нафиг нам столько... кирки. Ну, это прям много ее. Молоток еще может... А вот еще кирка. Мясо это еда, жир мы там для чего-то используем. И 5 ножей у нас есть. Так что с костром пожарился наш кусочек или нет? А что, его не включил, что ли? От блин. Без автопилота. Слушай, или вообще подразгрузиться. Пусть вот это вот все съестное, все крафтное остается, наверное, здесь. Что-то совсем мало всего осталось. Но я думаю, мы сейчас еще понасобираем. Ну давай уже. О, есть кусочек. Хорошо. Так, костер выключаем. Выключатель костра активировал. И немножечко подъедим. Теперь, так, что-то нужно решать с водой. Там каким-то образом можно было грязную воду фильтровать. Но это же фляжка тогда пустая нужна, если я правильно понимаю. Так она и есть пустая. Замечательно. Набираем. Набираем грязную. И попробуем сделать из нее чистую. Так, и воды, получается, у меня на данный момент нет от слова совсем. Что здесь пропущено было нами? Сюда понятно. Топливо для костра. Вот вам и арит. Вот такой вот он. Между прочим, скажу по-честному, время летит в нем незаметно. Так, я забрал еще одного тушкана. О, и здесь бочка. Нормально. Так вот еще где водички можно подражиться. Блин, где взять топор? Топор, получается, нужно, наверное, сделать. Кучка. Все, забираем. А вон камушек еще вижу. Или это не камушек? Так, а ресурсы, получается, вообще невозобновляемые. Вот это номер. То есть, если мы один раз выкопали, то уже все.
Сюда, значит, нам нужно что? Нам нужны эти орешечки. Сейчас найдем. Так, и здесь все, что ли? А вот это еще. Или не все? Вот здесь можно, я уверен, топором рубануть. Скорее всего, так работает. Сюда я уже посмотрел. These look shoddy enough. Maybe I can Блин, just опять put them жара on нас frame. смотает. Gotta get cool before I drop. Ну хорошо, допустим, а еще и этот столбик глазика у нас совсем плохо. Все по нем. Я надеюсь, мы не отъедем прямо сейчас. На что влияет жара? Ну как бы вот есть и есть. Она дамажит или как? Не понимаю. Но выспаться все равно не помешает. Раз такие дела. Хоп, и опять мы просыпаемся вечером, да? В потемках лазить есть одно преимущество, как я понял. Нам пофигу на жару. Вообще. Итого. Мы там затевали воду. Интересно. Она уже отфильтровалась. Блин, почему сюда не пролазишь? Где этот фильтр был? Ну, сначала попьем то, что имею. Угу. А и вот нифигашеньки. Поесть бы неплохо. Так, и вот эти вот нам нужны фисташки. Назовем их так. И во вторую же зарядить тоже надо мышеловочку. Где-то, по-моему, были. Или я их не скидывал. Тадамс. Вот они. А, я точно помнил, что они где-то были. Теперь бы саму мышеловку эту найти. Было бы неплохо. Но она не так уж и далеко. Так, пока у нас темно, мы можем разделать тушкана. Угу. Так и поступим. Ну-ка. Может, нам чего-то нового дадут под это дело. Так, а вот теперь мы можем... Ага. То есть нам, в принципе, вот этот не нужен, потому что этот покруче нож. Он плюс ко всему еще делает по плюс одному. Вот в чем прикол. А вот этот так вообще будет, наверное, офигенским, да? Да. Значит, что? Зачем я его тогда с собой таскаю? Вопрос. Это типа система улучшений? Предположим. Предположим, что так оно и есть. Так, у нас нужно смазать масличком наш факел. Иначе он совсем почему-то не работает. Тогда предлагаю скинуть его. Раз такие дела. Сколько он? Он тут кило целое весь. Нафига? Если у нас есть вот этот. Так и здесь же где-то было все мясное, да? Пожарить бы. А то у нас тут проблема по голоду. А вот это что это? Что это такое? Я даже не заметил, когда. Прям интересно. Что это такое? А, так это еще один тушкан. Ну а какого хрена? Давай и второго тогда мы. На запчасти. Так а почему его здесь нет? Странно. Странно. Так это не такой, это какая-то дохлая крыса. Между прочим, ее можно прям так съесть, либо ее можно пожарить целиком, без остатка. Сейчас мы так и сделаем. Иди вот сюда и жарься там. А пока перекусим мяском.
Так, ну еду и воду пока получается поддерживать. Не знаю, как пойдет дальше. Нужно вот этих растений много, либо палок, либо чего-то такого, чтобы постоянно костерчик поддерживать. Так, готово. Оп. Пусть они тут и лежат, раз такие у нас дела. Ее чуть тоже прям сразу захавать. Ой, и все равно маловато, да? Кинем еще тогда кусочек. На прожарочку. Включаем костерок. Блин, и сейчас у нас станет светло, и я так понимаю. Плохо, что часов нет. Часы есть только когда спишь. Непонятно, когда рассвет. И я так понимаю, движем дальше. У нас есть задание найти путь куда-то там в Маунтайны. Вот такое у нас задание. Сейчас пожарим все мясо и найдем этот путь. Крысу прям целиком захавали, без всяких разборов. Такое выживание. Я-то чё? Есть. Это неплохо. Что по весу? По весу, в принципе, все в порядке, но не вижу смысла все равно таскать столько с собой ресов. Допустим, вот эту кожу можно переделать на полосочки, наверное, да? Да, и их состакать. Прикол в том, что ножи-то, они заканчиваются. Вот, допустим, 4 стопендра. Я понял, по-моему, я наконец-то догнал, да? И теперь смотрим, сколько осталось ножей. И их осталось 3. Ха-ха! Вот в чем прикол весь у нас заключается. Ладно. Хорошо, что понял. Клей. И еще нам клея. А вот сюда инструменты, допустим, никакие не нужны. Выходит, что так. Все переработали как следует. Теперь еда пусть будет с собой. У нас где-то камни лежали. Вот здесь стак получается 10, да? Значит, вот сюда их. Что еще тут может стакнуть? Тряпочки мы не делали. Клей, клей, клей. А вот, допустим, клей мне интересно. Если его оставить, допустим, у нас... А как это вообще работает? А ну, трансфер 3. Почему 3? Не понял. О, взял, намазался. Не, я не так хочу. Или я как могу? Только куда? Непонятно. Потому что здесь стак будет полный, и она сама типа рассчитывает. Понял. Так, ну интересная система. Тут как-то это все устроено. Оп. Ага. Ага. Аж мурашки по коже от этого звука. Это типа так рассвет, что ли, начинается. А здесь воды не добавилось. Да хрена с два. А здесь... Water filter. Empty you can't infill. Ну то есть сначала выпей, типа. Да что это, правда? Так. О, итого у нас опять полная фляжка воды. Ладно, погнали дальше. Топор мы пока не смогли. А вот там вот что-то интересное есть. Вот сюда есть налево. Но это все речь о грязной воде. А чтобы наполнить грязной, нужно сначала выпить всю чистую. Как-то так. Оп. И типа вот этой можно, да? А ну попробуем. Будем все пробовать. Оп, я сразу же сломался. И мы тот же клей. Ощущение такое, что лучше бы я это все сделал ручками.
Как-то не сбалансировано получается. Вроде инструмент, а вроде и нет. Но это здесь топор, да. Причем любой из топоров. И все эти инструменты надо запомнить. Они, получается, расходуются. Only I could reach Такие the дела. beams. I could try fixing it. Так, солнце. Я предлагаю намазаться вот этой дрянью. И что произойдет? Protection плюс 50. А если мы еще раз? А, ну типа все равно плюс 50. Судьбу не обманешь. Забрал. Дальше. Ну, с грязной водой понятно все. С этими, в принципе, тоже. Опа. Крючок. Металлический крючочек Baba? на борту. It's gotta be. Баба? I need to get Какая his баба? attention. Где баба? Кто видел бабу? Оп-оп-оп. Ну и камни. Я так и не помню, куда все-таки мы... Я их... О, тут чего-то можно смастерить. Я их все-таки просто куда-то тупо складываю. Камни, может их перестать собирать? Вот это я понимаю. Ага. А ну го вниз. А чё я вниз попёрся? У меня это глазик-то почти отъехавший. Еще зря я вот это надобывал. Какой-то пит добыт. Пит добыт. Камни не буду больше собирать. Ну их в жопу. Они весят много. А вот этот с кактусом и поиметь что-нибудь. Не хочет ничего иметь с кактусом. Никаких дел. Это понятно. Опаньки. Да тут какие-то постройки. Так, а вот этот глазик, он уходит только, когда мы какое-то действие, получается, делаем, связанное с ним, или он еще и сам по себе куда-то девается? Как-то я вот не приметил пока. Но пока много всего вокруг интересного. That's a mine shaft. If I rappel down that way, I should be able to find Какая-то a way out. шахта. А, так нам сюда. Rather find another way. Нам сюда. Нам в эту шахту. Нам прыгнуть туда, что ли? Это вот я сомневаюсь. Ага. 3 крюка, доски, веревки и болты. А вот и цель нашего сюда прихода. Что здесь? Доска, понятно. И тут же также есть и болты. Что еще есть? И нифигашеньки больше. И тут пусто. Ну, стол, понятно, мы ничем не можем. Потому что у нас нет топора. Так, и у нас скоро этот глазик закончится. Не пора ли нам вернуться в наше жилище? Так, а нафига тогда мы сюда приходили, спрашивается. Вот лампу вижу. Стамина закончилась. Стамина это вот тоненькая под сердечком, под здоровье. Получается, что так здесь устроено. А мазь действует, да, мы медленнее перегреваемся на солнце, получается. Грязная вода. А вот еще. И тут нифига. А чё с лутом? Где весь лут? Блин, стамина опять закончилась. Я надеюсь, когда вот этот глазик кончится, зато я нашел еще кирку. Я ее прямо увидел.
Когда глазик-то закончится? А один болт у меня там есть. Вот с крюками проблема. Где искать крюки? Почему здесь все так пусто в этих мешках, а? Никто не подскажет ли? Так, ну кое-что двинулись вперед. Прогресс есть. Мы вот в этот каньон какой-то спустились с кактусами. И нашли вот эту шахту. Хотя бы теперь понятно, чего делать дальше от нас хотят. Требуют. Нам нужно найти эти крюки, доски, веревки. И вернуться туда. И все это дело Gotta get обуздать. cool before I drop. Блин, еще и солнце. Точно умотает сейчас нас вся эта история. Два значка, да, я вижу. Энергия и солнце. Беда бедовая. Ну так-то мы поспать ляжем, поспим. Главное добраться. Мгм. Вот такие вот первые ощущения от игры. Хватит дрыхнуть. Что мы хотим? Мы хотим точно попить и поесть. Где-то была еда. У меня с собой она даже была, да? Мясо. Ну было же мясо. Я точно помню. Прям 2 куска съедим. Так, и если закинуть надо пожарить. А то останемся потом вообще без еды. Это непозволительно. Может, орешков тоже пожарить. Хотя орешки нам нужны. Сейчас проверим наши эти мышеловки. Позабираем оттуда тушканов. Разделаем тушканов. Кончились листики, да? Понял. Закинем еще. Нам не жалко. Мы их насобирали много. О, и готово. Это хорошо. Ну, оставим в костре, что. Так, тушканы, 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 ловушки, все такое. Где вот это первая была? Вот, тена. Попался. Только попалась крыса, а не тушкан. Не приметил, сюда только крысы или тушканчики эти тоже. Сейчас проверим вторую. У нас же 2 их вроде всего. А, не, вискача тоже ловится. Так что... А, папа. Вот здесь водичкой можно подзарядиться, насколько я помню. И все, бочка пустая. Между прочим, такое ощущение, что нас из этого места гонят в другую локацию. Типа, чувак, здесь скоро все вообще позаканчивается. Возможно, в этом и есть задумка. Сейчас поймем. Так, а что и куда тогда нам двигаться? Не пойму. А вот там что? А, ну это мумия. Понятно. По весу пойдет. Вон там вдалеке какой-то домик есть, прям такой матерый, нормальный. Сейвинг нам сделали. Крысу, естественно, мы обжарим. Потом с соусом будет вообще отлично. Как бы вот не пропускать этот момент, потому что эта фигня сейчас жарится, а как бы костер будет продолжать гореть и тратить вот эти
ресы. Вот он же горит и тратит их. Да, его вот обязательно нужно вот так вот ручками выключать. Так. Нам там нужны были болты. И я их где-то видел. Но не здесь. А куда я скинул их? Блин, да были точно же болты. А, так они у меня с собой. Да, болты и доски. Здесь ничего такого. И здесь ничего такого похожего. Там крюки и веревка нужна была, да? А веревка? О, веревка стопудово есть. Но веревку, в принципе, можно и крафтить. Но заберем на всякий случай. Там она будет нужнее. Ливнем маслица в огонь. И все-таки бы топорик, а? Что вообще тут на него нужно? Кости, а что? У меня, в принципе, все есть. Полоски кожи и кости. А на этот? Полоски кожи, кости и какая-то веревка, только немножко не такая. А как сделать немножко не такую веревку? Как ее апгрейдить? А вот на этот. По-бомбс. Так это самый простецкий, 2 палочки всего. Вот это да. Вот это я понимаю. А, блин, а скидывал я куда-нибудь палочки? Или я их спалил? Я их спалил, наверное, в костре, да? Либо уже заморочиться и... А, вот они, палочки. Чё я? А, ну дайте нам топорик. Теперь мы можем порубить. Где это все было? Вот он. Первым делом нужно будет разрубить. Я знаю, куда мы попремся сейчас. Я знаю. Там вот было место, где нужно поработать как следует топориком. И там явно что-то лежало интересное. Здесь что, опять поймался? Быстро они ловятся. Так, как-то вот так. И вот сюда, да? Ага. Вот эти. Мочи. А, так может есть смысл... Бум-бумс. Снизу вверх, типа, присесть же можно, да? Хе-хе! А тут и нужно. Забрали. Ну, я что-то ожидал поинтересней. Ожидания мои не оправдались. И где-то еще можно было рубить. А, рубить колесо можно было рубить. 100%. Где оно лежало? Где-то вот там. Блин, как быстро стамина заканчивается. А ну. Какие-то доски. Он рефинд. Блин. А он у нас еще цел? Топорик-то наш. Да, еще есть один. Сколько их всего было? Их 5, получается, нам сделалось. Так. Попить мы хотим. Немножко. Здесь тоже что-то опять поймалось. Перезаряжаем. Камни я обещал больше не собирать. По-моему, мы так договаривались, что камней хреново туча. И собирать мы камни больше не будем. Мы лучше вон маслечко капнем на наш факел. Факельный. Что вот это такое? Мы что-то можем новое. Что нам вообще из всего из этого нужно бы? О, вау. Херб. Херб у нас уже был. Кирка. Ладно, для начала я предлагаю
разделать вискачу. Вот это мы можем, рукояточку. А рукояточка потом еще для чего-то тоже годится. И вот здесь, кстати, пофигу, какую выбирать. Поэтому их лучше иметь, наверное, все-таки с собой два. Потому что тут не так жалко. Вот этот. Да? Да. Кожу нам пока не надо. Сломан. Что и следовало ожидать. Этот мы, наверное, все переработаем. Вот этот жир. И понаделаем этого клея. А там он дальше еще в чем-то используется. Из вот этой планки мы можем нарубить хренову тучу палочек. Здесь, понятно, не хватает алоэ. Здесь кости и полосочки. Этот мы можем ножик сделать козырный. Кости есть. Сколько их там надо было? Пусть 3 будет. И полосочки кожи тоже где-то валялись. Наверное. Да. А их тоже 3 сделаем. Блин, а сделал 7. Ну ладно, наоборот, пофиг. Делаем козырный нож. И с козырным ножом мы уже можем чего-то другое. Мы даже вот и масло-то можем делать. Не говоря уже какой-то протеин. Протеин компаунд. Бандаж. А, вот это где веревочка-то делается. Ага. Нужна нам простая веревка. А была? А куда вся простая веревка ушла? Эй, вы что, прикалываетесь? Она нужна была в эту в шахту спуститься. А куда я ее все дел? Я же ее вроде с собой как забирал. Здесь нету. И здесь нету. Да ну ладно, блин. Че и факел потух. Где брать масло потом, интересно, на факел? Вопрос. И опять мы хотим поспать, и опять мы хотим поесть. Как-то это все тут прям вот это вот быстро происходит. Спим. До утра. А, так утро уже вот оно. Надо как-то синхронизировать день-ночь. Сохраняшечки. И выдвинулись в путь. Блин, разгрузиться. Очень нужно. Очень нужно что-то такое, что тяжелое скинуть. 5 кило, 5 кило, 5 кило, все. О, вот эту я еще не видел. Ящерка. Что скинул? Нет, топор отдает. Так, и по еде вот это тоже все скидывай. Кости где-то тут были. Блин, начал все подряд начал уже нажимать, блин. Лишь бы нажать. Так. Харька вот этого куда-то бы тоже бы задевать. Сюда вот эту. И опять эти камни, но я ж уже их не подбираю. Я не знаю, откуда они у меня берутся. Уже и не подбираю, уже как бы это. Нафиг их. И все равно перегруз. Как бороться с этим, непонятно. Так, эти нам штуки нужны будут. Вот эти я так и не пойму куда, но, блин, они весят мало. Из того, что весит много, это вот эти доски. Но они нужны были там.
Там. В шахте в этой. Как тогда, я не пойму, от этого всего избавиться? И... Ладно, попробуем скин. Как заодно и поймем, как жить дальше. Так, кирка одна, кирка вторая. Кирка 5 кило. Тоже сюда же, да? Пять кило кирка. Из чего они ее делают? Хотя, ну тут да, нелогично как-то. Это пустая. Попить мы попьем. Не вопрос. Погнали все-таки еще раз спустимся туда, осмотримся хорошенько. Я думаю, нам нужно намазать задницу вот этим клеем, чтобы не обгореть на солнышке. Сюжет и история тянет нас вот вниз, вот в это место. Поэтому не будем мы сопротивляться. Подойдем и все внимательно рассмотрим. Я понял, наверное, есть смысл вот эти все предметы стянуть и вот где-то рядом в ящик поскладывать. Допустим, о чем я? У меня есть два болта и одна доска. Так почему же мне их вот не начать складывать вот сюда? Потому что точно. Ха-ха. Потому что я же наверняка знаю, что они здесь понадобятся. А потом, когда все соберется, мы чик, и все у нас в одном месте. Как-то так. Ладно, движем. Я вон вижу фонарик. Фонарик, говорю. Флаг. Я вижу флаг. И я вижу флаг, и на него я движу. О, какие-то хижины еще разрушенные. И шахта. Все дела. А вот и масло. Ну, масло, да, иначе у нас тут ночью будет прям таки проблемная проблема. Что мы здесь имеем и видим? Так здесь же есть кроватка и рабочий стол. Ага, а вот эти тряпки. А из чего делаются? А, мы их можем. Между прочим. Вон как оно здесь. И теперь я так понял. А, две надо. Теперь я так понял, мы можем постепенно передвигаться все дальше и дальше. Тогда вопрос, нафиг я собираю все эти предметы там, если нам придется продвигаться. И вот еще и ящик. Между прочим, тряпка и тут была, а вот это что-то новое. Ask. И вот это что-то новое. Metal Scrap. Некогда объяснять, забираем все. Надо запоминать места, куда мы движемся. И заодно еще пойдем. Тогда посмотрим дальше. Пока нет перевеса, пока жопа намазана мазью этой антизагарной. Ага. Тут вот еще флаги. И помимо флагов, вот еще Оксалис есть. И вход в пещеру. Причем с костром. И вот куда нам нужны были камни. Книжка. Шаманские полностью собраны истории. Вот это бы восстановить неплохо, да? И костер. На костер нужны камни, а туда нужна нам тряпочка. А рабочий стол ближе. Ну чё б вот им не поставить бы здесь это все дело? А, сюда нужны еще и доски. Вот такие вот дела. Это наша будет еда. Вот это еще пока не знаю для чего, но тоже чем-то явно будет. Для костра нам нужны камни. Лопаты нет. Есть камень, да. И клей.
И еще камень есть. Это уже хорошо. Костерчик бы восстановить. С ним мы точно не помрем с голоду. А вот еще что-то. Чистая вода. То, что нужно. Угу. Полные палочки. Где камни? Их то много было, то теперь хрен найдешь. Еще ж и тряпочку эту нужно скрафтить-то. Камни, камни, камни идут у нас на костер. А вот эта доска. Чё, просто так, что ли? Я не помню, сколько нужно было камней. Поэтому подсоберем чуть больше. Бля, а там такая же не взялась. Вот где логика, спрашивается. Палочки. А вот это что за мох? Какой-то мох. Откуда в пустыне вообще может взяться мох? Вот у меня вопрос. Еще доска годится. Так, и лежаночку бы. Ай, у нас перегруз. Опять этот вонючий перегруз. Да как вы достали. Сейчас часть камней уйдет на костерчик. Я надеюсь, вместе с ним и перегруз уйдет. Сюда можно швырануть, наверное, веток. Пожарить крысу. А потом ее съесть. План такой. Так, сюда вот эта тряпочка нужна была сгонять, наверное, на этот крафтовому столу. А книжка вот и не исчезает, да? Чего лежит? А, чтоб мы музыку еще один разочек послушали. Что там с крысой? Степень прожарки. Степень прожарки крысы мне, пожалуйста, расскажите. Так, идем за тряпочкой. Вот еще доска. Ля, а как это я все так сразу не замечаю? Вот интересно. Сейчас замандрячим тряпочку, восстановим там сохранялку. И у нас уже продвижение получается. Одна нам нужна. Гоу, гоу, гоу. С этой мыслью нужно будет потом переспать, чего-нибудь поесть. У нас есть крыса жареная, все нормально. Самолет! Люди! Заберите меня отсюда! Самолет! А, то есть, в принципе, у нас есть шанс отсюда выбраться и выжить. Репай. По еде. Что вот это за ресурс такой? Так, ладно, это мы сожрем. И цветочки эти, еще и вот этот скраб. Поспать бы надо. Сейчас проснемся, как раз ночь будет. Ну, я так думаю, нужно будет сходить вот туда вот влево. Посмотреть, что там. Так, факел-то у нас есть, все нормально. Попить у нас пока что есть, а вот пожрать. Что по еде? О, сюда же должен был пойматься кто-нибудь. А его разделывать надо, а разделывать это рабочий стол. Блин, как тут все вот это вот взаимосвязано. Ладно, если что, на крайняк пожрем кактус. Я непривередливый. Забрали. Не потеряться бы тут в потемках.
Оксалис. Где-то вот здесь, по-моему, что-то было. А, вон она, хижина. В принципе, проблема пока только по еде. Да и то такая проблема. Всегда можно перекусить кактус. А сколько ж вас можно сорвать? Вы что? Бесконечные, что ли, здесь? Вот. Вот о чем я говорил. Это что такое? Здесь, наверное, понадобится рубить. Или не? Масло. Может, даже и не. Сундук здоровый, огроменный. Вот они, болты. Все подлутал. Абсолютно. Здесь что? Здесь можно сделать репайр. А это какой-то другой рабочий стол, кстати. Прикол. Может быть, он чего-то... О, крюк. Крюк годится. Масло годится. Лопата тоже. Слушайте, да не зря я сюда и пошел. Получается, здесь столько всего. Правда, по темному не очень мне нравится. Вот так вот лазить в потьмах. Ну куда деваться? Зато нас солнышко не тревожит. И куда мы выйдем? Что с перегрузом? Перегруз есть, да. А чё мы не идем вообще? Иди. Тут понятно. Такое ощущение, что мы идем куда-то по кругу. Не отъехать бы. Блин, да, не отъехать бы по еде. С едой. С едой проблема. Так, это я правильно понимаю? Я вот вокруг обошел и пришел, в принципе, вот здесь-то я уже и был. Блин, да уже ладно, уже тут с едой беда, поэтому собирать особо ничего не буду. Добраться бы до места, где есть еда, где можно поспать, подумать, что делать дальше. И как делать. Это что? Уже не совсем я понимаю, где я, потому что здесь я точно не был. Пожрать. Мне нужно что-нибудь пожрать. Найти. Блин, сюда травка нужна, сюда палочки нужны. Все это дело повосстанавливать. Хорошо, вот там вот хоть метка стоит. Ориентир-то есть. Только, блин, это метка, она, конечно же, метка, но как-то мы... Не уверен я, что мы вот так прям сейчас дойдем на пролом туда. Сейчас упремся во что-нибудь, и наше путешествие неожиданно так прервется. Ну вот о чем я и говорил. Или идем? Идем. Ага. И куда? Блин, хоть бы светло было, я еще и голоден. Начинается кошмар. Так, едим вот этих всех. Некогда объяснять. Едим все, что можно съесть. Вот этих. А, так в принципе не так уж все и плохо. Даже нам вон написали комфортабле.
Только вот, внимание, вопрос. Как попасть вот туда? Чую, я пришел. Надо было, наверное, мне возвращаться. Ровно точно. А вот и ящик, слушайте, а не зря я, значит, здесь. Ровно так же, как я шел. Вот, наверное, в чем все дело. Они вот так вот вообще в потьмах с факелом куда-то непонятно куда топать. Зато болты нашлись. А болты там нам нужны были. Да, вот о чем я говорил. Походу, я пришел. Еще и болты сюда потратил. Блин же. Как теперь найти дорогу? Кто мне расскажет? Кто мне подскажет? Так, главное теперь не пропускать кактусы. С них хоть чего-то поесть можно. Зря я, наверное, сюда болты использовал. Но кактусы не такие нам нужны. Стамины нет вообще. Жуткое дело. Так, это хоть что? Чистая вода. Ну зашибись. Мась, даже и не думай. Так, вот еда. Ну, так глядишь и выживем. Мне кажется, что я далековато вперед заскочил раньше времени. Ох, а это вообще что и куда? Ну, хотя бы день. Хотя бы по-светлому. Теперь уже совсем непонятно, был я тут, не был. Что к чему. И вот там еще выше есть. Ага. И вот еда. Да, по-моему, я здесь проходил и шел я вот оттуда. Если память не изменяет. Хотя тут, блин, все друг на друга похоже. Здесь, по-моему, блуждать можно вечно. Потеряшкой. Зато вот тут что-то наподобие колодца я вижу. Да. А что колодца? Мне не столько нужна вода, сколько другие ресы. Даже можно зарядить, потом пушканчик выпадет. Откуда, как я шел? Вот зачем я в потьмах попёрся, а? Вот кто ответит? Это ж надо ж было додуматься. Пустите меня назад, а? Так, стоп, я шел вот оттуда, между двумя вот этими я проходил. Че он еле вообще волочится? Стой. Давай-ка мы тебя. Потому что, блин, нагрузил. По самые помидоры. Где моя стамина? А чем бы застаминиться, а? Чем-то съестным же можно вот этой штукой, не? Лайк сам. Понятно. Наверное, нет. И вон куда-то веревочка наверх. Ох, если доберусь до первоначального места, там в сундучке лежит алкоголь. Ох, блин, надо будет обязательно его выпить. Ну, игровой, в смысле.
Хотя правильнее говорить не если доберусь, да, а когда доберусь. Все-таки я надеюсь на возвращение. Но ощущение у меня сейчас на данный момент, что я нахрен вообще заблудился. Ощущение такое, да. Так, и я так понимаю, нам бы что-нибудь нужно... Вот нафиг я ее беру. Вот это нафиг. Вот какие-то. Пока просто даже и непонятно, что нужнее. Крысу бы разделать неплохо. Так, крючки не отдам. Чем бы еще подскинуть вес? Основательно так. Клеем. Полегче. Полегче. Так, а если мы вот сюда просочимся? Кроватку бы еще бы где-нибудь, да? Хотя там этой баночкой, в принципе, можно будет бустануть немножечко. Здесь я, блин, ну не ходил я здесь. Куда-то я забрел вообще не туда. Куда надо. О, еще трупак. Зато. Очередной. Доберем, Костя, а что делать-то? И досточку твою берем. А, так это уже вот оно, знакомое. Да ё-моё, да будем жить. Да 100% теперь-то уже. Туда какие-то болты нужны были. А те болты я потратил на что-то другое. Как вот здесь не заблудиться? Карты нету. М? Полежать, поваляться, что ли? Здесь все пусто должно быть. Понятно. С водой меньше всего проблема, вот как с водой и с этим глазом. Find repairless. Доски, болты и веревка одна. Доски уже 2, болты, крюк. Крюк точно сюда. Болты, веревок не вижу. Погнали все-таки вот к этому месту, где нам все понятно, знакомо. Вернемся. И там, в принципе, веревки как вариант можно скрафтить. Они делаются. Хотя у нас и там уже рабочий стол такой же полноценный. Но там ресы остались, неохота их просто так кому-то там задарить. Наверх. Блин, еще и солнце начало поднапрягать. Температурка. Интересно, еще канат многоразовый, а то потом еще выяснится, что у нас канат сломался. Это будет номер. Чего-нибудь пожарим. Еда, вода. Что с тушканом? Ну, просто анимация, ну не может быть. Еще и глаз отъехавший. Ладно. Здесь есть что-нибудь съедобное? А не поджарить были нам мяска. А поджарить бы. А то голод не тетка. Включаем костер. И вот жарится по одному, ну закинуть бы сразу их несколько, что ли. Не знаю, как-то оно все вот так вот.
Но эти ладно, эти стакаются. А вот этот нельзя еще кусок добавить. И стой вот как дурак, смотри, пока оно жарится. Когда оно пожарится. Тадамс. Употребим. Или вот эти хватит нам палить. Здесь вот есть какой-то уголь. Погнали. Бля, и он исчез сразу куда-то. Нет, ну дела, блин. И чё? Куда-то исчез, да? Это 25 секунд. Давай дожаривать. Фатигует. Less стамина. А, ну less стамина, видимо, потому что у нас там глаз красненький. Ух, как-то так. С виду вроде как-то и легко все, но вот это особенно по теряшке. Осознаешь, что здесь вообще в легкую можно подзаблудиться с непривычки. И как-то это покоя не дает. Так, ну тушкана мы там разделаем потом. И еще не дает покоя. Я вот очень много разнообразного лута. И куда это все девать, уже и складывать особо некуда. Ладно, все, ложимся спаточки. Как следует высыпаемся, разделаем тушканчика и будем думать, куда же нам распихать эти все ресы. Не понимаю. Как оно так устроено? Либо нам не нужно столько много этого всего. Для чего оно тогда валяется? Хотя в любой игре там их выкидываешь периодически, потому что нафиг не нужно. Я хотел козырный нож. Почему он у нас даже еще и не открыт? Вот такой же вот. Есть вариант knife прям. А у нас даже и в красных его нету. Как-то несправедливо. Что, второй тушкан, что ли, есть? Еще один? Нет. Хорошо. А что есть тогда? Медицина, еда. А это мясо. Мясо, соль и чуна. И получается замечательный... Ха! Так тут целый рецепт можно сделать. Аж слюни потекли. У меня, между прочим, есть соль. А вот чуна, не знаю. Я его, по-моему, сожрал весь. А даже не знаю, где его находить. Соль, да. А чуна? А чуна 9. Вот такие вот дела. В общем, что я могу сказать? На сегодня, я думаю, будет достаточно для первого знакомства с этой игрой. Арит. Я думаю, что продолжу ее прохождение. Вопрос в другом. Интересно это будет или нет. Вот. Подумаю. Подумаю, и тем, кто посмотрит, тоже также напишите, нужно ли оно вообще. Либо продолжать в рафт. Я просто сегодня решил немножко рафта разбавить. Вот. На этом все на сегодня. Пока-пока. Всем всего хорошего, удачи, благ, успехов, улыбок, хорошего настроения и море позитива.